Российские фигуристы вылетят в Японию для участия в этапе Гран-при 7 ноября, сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Четвертый этап Гран-при Японии пройдет 12-13 ноября в Токио. Они едут 7 числа и, как и фигуристы из других стран, будут находиться в Японии столько, сколько необходимо по японским правилам, сказал Коган. На турнире в Токио выступят россияне Макар Игнатов, Александр Самарин, Александра Трусова, Дарья Усачева, Анастасия Мишина, Александр Галямов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Софья Шевченко, Игорь Еременко, Виктория Синицына, Никита Коцалапов. Гончаренко высказалась о форме Щербаковой перед этапом Гран-при в Италии. Действующая чемпионка России и мира Анна Щербакова становится более уверенной в себе, несмотря на неполное восстановление после проблем со здоровьем, заявила заслуженный тренер России Инна Гончаренко. Щербакова в нынешнем сезоне выступила на турнире Будапешт Трофи в Венгрии, где заняла второе место, уступив соотечественнице Майе Хромых. Обе фигуристки стартуют на третьем этапе Гран-при, который пройдет 5-7 ноября в Турине. Само катание Щербаковой на последнем турнире в Будапеште мне очень понравилось. Я думаю, что она еще не до конца восстановилась, но в ней становится больше уверенности, если сравнивать с теми же контрольными прокатами. Аня – боец. Она делает все, что может на данный момент. Она смело пошла на четверной флип на первом турнире сезона, и далее откатала программу по нарастающей, сказала Гончаренко. В прошлом сезоне Щербакова долго восстанавливалась после болезни, в межсезонье она получила бытовую травму, а на тренировках в столице Венгрии появлялась с большим пластырем на шее. Чемпионка мира исполняет в олимпийском сезоне короткую программу на музыку The Songs of Distant Years композитора Кирилла Рихтера. В короткой программе у нее отличное платье, яркое, оранжевое, схожее по цвету с марокканскими песками, отметила специалист. Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова поделилась мнением о нынешней форме Алены Косторной, которая заняла третье место на втором этапе серии Гран-при Скейт Канада. Что не так с Косторной? Думаю, уход от Тутберидзе к Евгению Плющенко не пошел ей на пользу. Мне кажется, она сама это сейчас осознает или осознала, что не надо было этого делать, потеряла год. Думаю, не стоило делать этих беганий от одного тренера к другому, а надо было спокойно готовиться. Но в целом хорошо, что она начинает хотя бы наверстывать упущенное, но это происходит очень медленно. Учитывая конкуренцию в женской сборной, это не вариант отбора на Олимпиаду, сказала Леонова. Жулин предложил мотивировать Туктамышеву баллами за возраст. Елизавета Туктамышева продолжает карьеру и борется за путевку на Олимпийские игры, несмотря на то, что ей 25 лет. Об этом высказался известный тренер Александр Жулин. В 17 лет добавлять фигуристке 1 балл, 18 – 2, и так далее. Потому что тело меняется с возрастом. Думаю, такая система будет мотивировать спортсменок продолжать карьеры. Туктамышева не получала такого бонуса, поэтому заслуживает большого уважения. Елизавета прекрасно выступила с 2 тройными акселями в произвольной. Немногие 15-летние фигуристки могут справиться с этим сложнейшим элементом. Туктамышева выступает без ошибок и сама получает удовольствие от своего катания. Она пример для других фигуристок. Дважды она оказывалась вне команды на Олимпийские игры, но не опустила руки. Она упорно сражается, поэтому, надеюсь, получит путевку на Олимпиаду в Пекине, сообщил Жулин. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на предложение Александра Жулина добавлять возрастным фигуристкам баллы за возраст. Полностью поддерживаю Александра Жулина, предложившего добавлять Туктамышевой баллы за возраст. Интересное предложение. Такая система будет мотивировать возрастных спортсменок продолжать карьеры, это правильно. Но насколько реально реализовать идею, не знаем. Мне было бы интересно понаблюдать за такими изменениями, сказала Тарасова. В Турине стартует третий этап серии Гран-при Италия. В итальянском Турине 5-7
7 ноября пройдет третий этап серии Гран-при по фигурному катанию, в котором примут участие российские спортсмены. Первоначально этот этап должен был состояться в Китае, но по причинам, связанным с угрозой распространения вируса, был перенесен в другую страну, в Италию. Состав российской команды. Женщины. Софья Самодурова, Майя Хромых, Анна Щербакова. Мужчины. Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Михаил Коляда. Пары. Юлия Артемьева, Михаил Назарычев, Алина Пепелева, Роман Плешков. Танцы. Александра Степанова, Иван Букин. Женское одиночное катание. На контрольных прокатах в Челябинске ученицы группы Алексея Мишина фигуристка Софья Самодурова представила две новые программы. Короткую, на композицию New Rules, Дуа Липа поставил француз Флоран Амодиа. Первоначально эта программа планировалась как показательный номер, но затем на сборе в Тарту трансформировалась в соревновательную. Над произвольной, на музыку из Мулана работал Николай Морозов, и по словам тренера Алексея Николаевича Мишина, программа получилась удачной. Чемпионка Европы 2019 Софья Самодурова в этом сезоне уже выступила на международном турнире в Будапеште, где стала бронзовым призером. Этап Гран-при в Италии станет дебютом для Майи Хромых на турнирах взрослой серии. В наступившем сезоне ученица группы Этери Тутберидзе уже также стартовала на соревнованиях международного уровня в Будапеште, где уверенно заняла первое место, исполнив в произвольной программе 2 четверных тулупа, сольно и в каскаде с тройным тулупом. Компанию двум нашим фигуристкам составит чемпионка мира 2021 Анна Щербакова, которая также участвовала в Будапешт-трофи, где завоевала серебро. В венгерской столице произвольную программу спортсменка группы Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза открыла четверным флипом, но неудачно приземлила сложный прыжок, с остальными элементами программы справилась успешно. Свое умение правильно настроить себя и выжать максимум возможного при данных обстоятельствах Аня уже не раз демонстрировала на соревнованиях. Из-за проблем со здоровьем спортсменка несколько позднее остальных включилась в подготовку к сезону, и будем надеяться, что к итальянскому старту подошла в хорошей форме.